Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз. Что идет в вашу жизнь до конца августа? И с чем это будет связано? Может быть, для кого-то и с кем. Я могу предположить, что планетарные транзиты с самого окончания августа могут для нас сформировать некоторые вопросы, и они с учетом Венеры во Льве будут означать две основные сферы жизни. С одной стороны, это ваши заработки, с другой стороны, личная жизнь. Но это я так предполагаю. И очень важный транзит, который начинается с 23 августа, это Солнце в знаке зодиака Дева. Критическое мышление. Мы тут сами можем что-то передумать. И, может быть, это исходя из того, что уже сложилось, случилось, произошло. Но вот мы тут не совсем действуем с позиции желаний. Я бы сказала, мы учимся себя беречь, мои дорогие овны. Правда? Мы как новую алхимию будущего отстраиваем. Потому что одно дело, это мы чего-то хотим, другое стороны или с другой позиции существуют наши ресурсы, наше время, какая-то реальность, которая уже сложилась у каждого своя. И тут важно и не растерять себя. Последующие, кстати, месяцы, они для нас могут быть такими в чем-то неожиданными. И это у кого-то информация или, опять же, обстоятельства. Здесь словно на нас, ну, так немножко давить могут внешние события для того, чтобы мы либо на что-то согласились, либо как-то мы, ну, знаете, были такие более сговорчивые, хочется сказать. И вот в этой концепции нам будет очень важно сохранять именно собственную целостность. Это не имеется в виду гордыня или какой-то спор, нет. У каждого из нас есть желания или какие-то цели в жизни. Вот здесь главное не свернуть с намеченного пути, но чтобы этого не произошло, переложить в реальность. И вот это критическое мышление в Деве нам как раз и помогает. Ладно, давайте узнаем. Так что же идет в вашу жизнь, мои дорогие овны? С чем связаны эти события? Ох, карта мага. Но это вы, маги и волшебники. Хотя для кого-то это может быть контакты с человеком, который тоже достаточно такой умный интеллектуал, имеет рычаги влияния, или каким-то образом вы от него зависите. Может быть, и есть у кого-то зависимая ситуация от данного человека. И это может быть как и по финансам, а у кого-то это может быть и в личной жизни. Кто такой маг? Ладно, что же это такое идет? Ух ты, тут у вас какие-то позитивные моменты, посмотрите. С одной стороны, карта выбора правильного направления. Наверное, все то, что я говорила до карт. И как вот с этим взаимодействовать, как это чего-то и не упустить, или решить какой-то вопрос. Тут ведь у каждого что-то свое. Два старших аркана. Но то, что вы будете определять до конца августа, для вас может означать более дальняя дистанция с заходом на 2026 год. Вот интересно, что идет в вашу жизнь, вообще в вашу жизнь. Посмотрите, какие новые энергии идут. С одной стороны, от карты Солнца у нас карта Мага. Конечно, это карта ресурсов. Это ресурсы ваши собственные, поскольку мы смотрим на вас. Это какие-то возможности к вам идут. Но это совсем не ваша энергия, мои дорогие овны. Ведь маг– великий практик. И он материалист, как ни странно. И это не про магию ни разу, а это правильное взаимодействие. Правильное взаимодействие с сильными мира сего. И у нас с другой стороны король мечей. Иногда эта карта символизирует людей в погонах или чиновников высокого ранга, каких-то руководителей, когда мы понимаем, человек действует в рамках собственных полномочий. Мы тут на него не очень-то оказываем воздействие. Вот что идет в вашу жизнь? И есть какая-то конкретика определенно. Но как с этим взаимодействовать? Может быть, это у кого-то оформление документов, у кого-то это будет означать, я такое допускаю, когда вы решаете даже вопросы по здоровью. Почему? Нам ведь карты не говорят про болезни, отнюдь нет. Но по этой карте люди в погонах, люди, которые специалисты именно в каком-то узком своем деле, в направленности. Вот почему и врачи проходят, да, или люди в форме, кстати. Ну, кого-то это могут быть налоговые органы, таможенные органы. Ну, наверное, можно долго перечислять. Или пусть это будет даже банально. По месту вашей службы руководитель, с ним нужно договориться для себя что-то очень хорошее, словно выиграть. Или, может быть,
как-то построить так вот правильный разговор, потому что есть определенно ваши намерения. Вот они у нас в центре. Вот что идет в вашу жизнь. Возможности идут, но не те возможности, когда вот как прямое шоссе или все понятно. Да нет, с одной стороны маг, и где-то и ваши ресурсы, с другой стороны король мечей. И есть еще элемент законности, или как нужно поступить по закону. Может быть, и оформить какие-то бумаги по закону. Интересно. Давайте мы немножко объясним эти карты, что идет в вашу жизнь, что, какая ситуация, да, в вашей жизни вот по части мага. Это нам о чем хотят сказать? Десятка кубков. Ну, вообще-то это семья, это и достаток, это радость, это возможности. Ну, вы можете быть даже в семье где-то, вы с чем-то не согласны или с кем-то, может быть, и с партнером. А умом-то вы понимаете, нет, вот тут вот нужно как-то очень хитро, мудро подойти к этому вопросу, потому что все же двойка пентаклей говорит о взаимодействии. Может быть, вам и придется даже договариваться с кем-то из родственников, например, да, может быть, и с собственным ребенком, который подрос, да, вот, может быть, там есть какая-то нерешенная тема, задача. Иногда нам показывают человека как бы незрелого по двойке пентаклей, который только учится или приобретает какие-то навыки. Это можете быть и вы сами в каком-то намеченном деле, маршруте или в какой-то теме, которая вас заинтересовала. Мы ведь тут пробуем. Это карта спонтанности. Она где-то и говорит: пробуй, пока не получится или не надоест, одно из двух. Поэтому разными способами мы можем пытаться решить тот или иной вопрос, может быть, как проба пера. У мага все стихии, мы говорим, в руках. И он пробует, одно не получилось, окей, он по-другому, с другого какого-то захода зайдет, по-другому, с другим способом попробует. В конечном итоге, в принципе, все ведет к благосостоянию, к благополучию, вопросам дома, семьи, ну и где-то я могу предположить к финансам тоже, с учетом, что маг-то тоже материалист. Но он материю не ставит выше чувств, выше ощущений. Нет, все-таки это та сфера, куда он вообще не углубляется. Вот я должна сказать. Почему? Потому что какие-то злободневные, может быть, вопросы или вполне реальные какие-то у вас стоят задачи, которые вы призваны, ну, как бы решить. По-другому не может быть. Может быть, это вы себя даже чувствуете где-то этим магом. Почему? Потому что рядом карта Солнца. Мои дорогие овны, до конца августа вы чувствуете собственную ресурсность. Но я повторюсь, я не случайно делаю это видео, потому что на последующий период времени может быть очень много метаморфоз. И если мы для себя какой-то запасной фарватер, аэродром, ну, не сохраним или не создадим до конца августа, когда мы можем, может быть, отступить полшага назад, может быть, и переиграть, может быть, выйти из какого-то дела, или когда нужно договариваться с людьми, и пусть это даже наши близкие, но сделать это нужно как-то, ну, не совсем с тех энергий или позиций, как вы это прежде бы себе представляли. С чем это может быть связано? По восьмерке кубков так или иначе мы ищем выход, и мы его находим. У кого-то это может быть связано с командировками, перемещениями. Или когда необходимо, может быть, и по части вашего труда, занятости, что-то переделать, переиграть, пересмотреть, опять же, планы. Может быть, приходится пересматривать планы, потому что меняется руководитель, меняется обстановка. Вам, мои дорогие овны, действительно придется, что идет в вашу жизнь. Какие-то, ну, события, и вы ими можете управлять, или обстоятельства, но от вас потребуется вот эта сила мага. Где-то, вот как по двойке пентаклей, пробовать какие-то новые варианты, новые методы. Может быть, вам придется и куда-то совершить спонтанно даже поездку, на местности разузнать что-то. И, кстати, я могу предположить, судя по восьмерке пентаклей, что правда, если вы видите, ваша тема связана, ну, где-то с перемещением. Или когда целесообразно отправиться в назначенный пункт, увидеть своими глазами что-то. Может быть, и конкретная персона тоже присутствует в вашей жизни, с которой нужно
Ну или установить какую-то диалоговую форму, или совершить этот важный разговор. Вот интересно, а что же тогда по аркану Солнца? С чем это связано? А ведь и правда, тут у вас перемены, мои дорогие. И пусть это не те перемены, которые вы инициируете. Будь готов к неожиданностям, нам говорят. Так, хорошо. А это сегодня это Солнце есть? Давайте вот уточним. Да, вот смотрите, тут явно что-то идет к празднику. Или вы можете получить совершенно неожиданным образом, но это будет зависеть от вас, насколько вы правильно взаимодействуете с неожиданной информацией или, может быть, с неожиданным событием. Тогда праздник будет. И к чему это все идет? А вы знаете, какие-то разочарования у вас заканчиваются. Посмотрите, две тройки. Тройка – это любая, это уже, как знаете, шаг в будущее. Но, видимо, перед тем, как мы, кстати, вот этот шаг в будущее делаем, мы анализируем, что же было в прежний период. И я должна сказать, Солнце в Деве, тут действительно критическое мышление вам помогает перед тем, как, ну, аллегорически говоря, собрав путь, хотя у кого-то конкретно дорога и будет проигрываться. Вот эти прежние разочарования нас сделали сильнее. По тройке мечей это уже нас не ранит что-то, уже ничего не болит. Или, может быть, необходимо будет оставить, словно, ну, какое-то прежнее место, которое совершенно неприглядно. Вот посмотрите, ничего там живого, интересного нет, как будто нам даже показывают, и человека-то там тут нет. Уже он ушел, потому что он оставил прошлое в прошлом. Но вот опыт, именно опыт, мои дорогие, он вам помогает не совершить какую-то оплошность. И рыцарь жезлов – это ведь будь готов к неожиданностям. Мы можем столкнуться как и с людьми, которые нам говорят, ну, какие-то противоречивые вещи. Это может касаться и обстоятельств. Вот если что идет в вашу жизнь. А вот тут не идет, а буквально спешит. У кого-то и врываются в виде новостей или какого-то дела, которое, знаете, вот так бывает, нужно было сделать вчера. И тут вам вот этот опыт, который такой сложный, болезненный. Мы говорим, сын ошибок трудных, правда? Ну вот именно это вам помогает. И это все ведет к Солнцу. Но пока мы до Солнца достигнем, все начинается, я бы сказала, или как-то нелепо, или по-дурацки, или непонятно вообще, как к этому относиться. Но помогает все расставить по местам, разложить по полочкам. Именно какой-то ваш опыт. Он вас сделал мудрее и закалил в том плане, что куда-то вы тут не будете торопиться. Может быть, в саму поездку, к примеру, вы и соберетесь быстро и поедете, но, к примеру, кому-то давать обещания, подписывать какие-то документы. Вот нет, тут я вижу, вы будете что-то скрупулезно, скорее всего, просчитывать. И вот правильное взаимодействие, с одной стороны, возможности такие какие-то скорые, которые вас буквально быстро собирают, может быть, в путь или переключают на какое-то иное дело, на другую задачу. Но, видимо, вот эта аналитика, наверное, маг от начала до конца. Такие, знаете, очень рассудительно холодное мышление, что очень соответствует критическому мышлению или солнцу в Деве. Мы учимся правильно взаимодействовать с тем, что пришло на наш порог. Вот уже пришло или случилось, и никуда ты от этого не денешься. Ладно, давайте мы с вами узнаем, с чем же связана персона короля мечей. Это то, что приходит в вашу жизнь, или это просто возможность у кого-то документы? С чем это связано? А вам как будто нужно провести важные согласования, а эти согласования, как по пятерке жезлов, либо какие-то разрозненные новости, либо пока вы дойдете до вот такого человека, который вот как персона, ресурсный, или, может быть, как пройдя иерархию, ступени иерархии каких-то чиновников, вы доходите до самого верха, до того человека, до той персоны, которая как раз может что-то подписать, согласовать или визу как свою наложить. Но до этого времени, но будьте готовы к тому, что много информации сбивчивой. Может быть, это и касается даже,
знаете, иногда как информация в средствах массовой информации. Это то, что мы не меняем. Все же, если мы говорим о специалистах, да, или о букве закона, юристы, адвокаты иногда проходят по этой карте. Мы ведь тоже то, что нам говорит юрист или адвокат, мы тут не будем никому ничего доказывать, потому что понимаем, человек руководствуется законом. Нравится это нам или нет. Так вот, нам что-то тут может быть и не очень нравится, или какая-то, наоборот, вследствие разрозненной информации вы будете искать, я так думаю, какое-то доверенное лицо или того человека, кто вам может прояснить какую-то задачу или проблему. Я, конечно, допускаю и другое. У кого-то эта история может быть связана конкретно с личной жизнью и с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, или имеет там асцендент, близнецы, весы, водолей, или сам по себе человек, вот он умеет действовать, мыслить хладнокровно, принимать такие ответственные решения. Я тут вижу все равно, несмотря на то, что есть определенная путаница или пятерку жезлов я называю информационный хаос, то какая-то радость все равно будет. Но, кстати, вы знаете, вы можете столкнуться вот с такой ситуацией еще. Вам кто-то скажет, как нужно поступать. Может быть, даже тот же юрист или какой-то чиновник, а вы с этим будете не согласны. Вы будете или начнете искать какую-то информацию или другие способы, а потом, тем не менее, вы придете к выводу, что ведь правда. Пусть это правда, которую я услышал или услышала вот от этого чиновника или вот от этого лица, она мне не понравилась, а на самом деле это реальность. Тут, скорее всего, какая-то такая реальность, с которой не хочется соглашаться. Что это, с чем это связано? Вы знаете, тут у кого-то могут проиграться как вопросы личной жизни или финансы. И Венера у нас в знаке зодиака Лев, и по королю Пентакли проходят либо, опять же, конкретные люди. Может быть, это вы вдвоем. Иногда это свидетельство о наших близких, о супругах. И, может быть, вместе вы надумали какую-то поездку или какое-то дело, которое касается лично вашей семьи. Но дело требует согласований. Согласований в важных инстанциях или подписания каких-то важных бумаг. Вот я тут вижу все равно. Вы знаете, некоторым рационализмом, о чем нам тогда будет говорить карта. Если правда это касается близкого человека, и у вас что-то подобное проигрывается, то прислушайтесь к тому, что человек говорит. Потому что ведь это великий консерватор. И король Пентакли может как раз видеть, знаете, вот так беспристрастно какую-то сторону вопроса. А вы можете это где-то воспринимать эмоционально. Ну вот как-то так вот интересно складывается. Ладно, мои дорогие овны, давайте с вами узнаем, какие неожиданности. Какие неожиданности спешат в вашу жизнь, на ваш порог. Я немножко сдвину. С чем это может быть связано? Может быть, их и нет. А тут неожиданности в согласовании, в достижении какого-то компромисса, подписании каких-то бумаг. Но опять же, где-то компромисс нам говорят, умение договориться или умение быть дипломатом. Вы можете просто-напросто до конца августа понять, что да, вот если я начну что-то кому-то доказывать, считай, застрял или застряла. Или у чиновника, или в одном каком-то кабинете, или в одной какой-то теме. А тут нужно быстро как-то перестраиваться, проходить, как будто вот нам поставила задачу жизнь, да, и мы уже на этом этапе пытаемся, ну, сделать по максимуму что-то, чтобы выйти уже с какими-то договоренностями. Вот эти энергии вам помогают. Но тут в неожиданностях вы можете сами это подметить. Или вам может действительно какой-то человек, ну, условно, цельным дельным советом прийти на помощь. И может быть это ваш близкий. В неожиданностях тут не совсем неожиданности. Вам может не захотеться как бы с чем-то расставаться. Или все-таки четверка пентаклей о том, что мы все бережем. И сама по себе карта не неожиданностей. Но некоторые темы становятся как на паузу. Может быть, этот момент для вас будет где-то неожиданным. Или вам это нужно подождать решения какой-то
темы, не так все быстро. То есть будут и те события, которые как убыстряются, но что-то вам нужно будет и сохранять. Но я так надеюсь, в неожиданностях тут только приятные неожиданности, и тогда четверка пентаклей вам будет говорить: сохраняй, Овен, потому что это где-то для тебя очень надежный базис. Может быть, связанный именно с конкретным человеком, который к вам относится искренне, мои дорогие. Двойка кубков здесь об искренности и о верности, поэтому у кого-то вопросы личной жизни. Я должна сказать, планетарно август – это, правда, для вас очень позитивный месяц. И вот, наверное, тогда как Венера во Льве. Две основные тематики или направления – финансы и личная жизнь, любовь. Ну, давайте тогда мы с вами спросим, хорошо, к какому итогу вы приходите к концу августа? Для чего все это было нужно? Но больше я уже не тяну. Вы знаете, тут есть возможность, ну, я бы так сказала, со всеми картами, не соскользнуть в какие-то как конфронтации, доказательства, когда мы настаиваем на своем взаимодействии, еще раз взаимодействие. Что двойка пентаклей нам говорит, что шестерка, точнее двойка кубков, что шестерка пентаклей – это как помощь высших сил. Вот вам высшие силы будут помогать, когда вы, мои дорогие овны, сами настроены, ну, где-то на дипломатию. Так, чтобы, с одной стороны, и себя беречь, и не, если вы даже не согласны с человеком, или вы имеете свое мнение по какому-то вопросу, это не значит, что мы его вот только его вперед как будто толкаем или пытаемся кому-то что-то доказать, а нет. Ну, может быть, и приходится идти где-то в обход или искать дополнительные какие-то хитрые пути, но в этом вам буквально высшие силы помогают. Все то, что идет несколько не в тех энергиях, как вы сами. Вот, наверное, поэтому такие интересные вам карты выпали, ведь по сути все три возможностей. Но все то, что в прояснении, посмотрите, обязательно где-то какая-то путаница и хаос присутствует. Хотя все как раз складывается-то и неплохо, само солнце, но как будто путь к этому солнцу только через тройку мечей. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Или, может быть, вы бы не смогли что-то осуществить, а вы это сумеете как раз до конца августа. Это будет касаться ваших достижений или какой-то основной темы, ключевого события. Но в этом вам помогает правильная расстановка приоритетов и пережитый опыт. И высшие силы как будто на это дважды откликаются. Вы для себя можете что-то удивительно полезное, доброе, счастливое сделать. И при этом, мои дорогие, не просто победителем выйти, а еще и быть уверенным в завтрашнем дне. Вот тут вот такая очень интересная концепция. Повторяйте себе, наверное, что я маг и волшебник. А маг – это холодная энергия, это вдумчивость, это анализ, это интеллект, мои дорогие. С одной стороны, интеллект, если вот мы говорим, что такое интуиция, так это тандем интеллекта и пережитого опыта. Вот именно это, как бы соединение первого и второго, творит чудеса. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. Вот интересный расклад. Буду благодарна за ваши комментарии, с чем это у вас так связано. Тут что-то ведь серьезное на кону, потому что явно вы что-то будете продолжать. Но, может быть, как вы вписываете какую-то свою задачу в такой, ну, как в узкий фарватер, да, или вот в какие-то узкие условия. И вам обязательно это нужно сделать. И, конечно, тут без энергии, может быть, и манипулирования не пройдешь, а с другой-то стороны учета закона. Вот что-то такое интересное. Подписывайтесь, мои дорогие овны, на мой канал. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.